Всем привет! Это у нас такой немножко разговорный ролик о теории мертвого отдела по балансу Ironhide, потому что к этому делу есть большие претензии после выхода обновления 1.3 с этой новой ареной. Земли Варалдула, вот эта вот арена, она убила баланс, причем у нас еще вышла лига, я только недавно апнул серебро, потому что бронза это ад полный. И в лиге то же самое примерно происходит, что и на новой арене. В таком разговорном формате попытаюсь с вами обсудить, разъяснить. Да мне кажется, и без моих разъяснений и моего фидбэка всем понятно то, что это полная дисбалансная хрень. Записываю достаточно поздно для фидбэка, так как, скорее всего, у нас получается, когда там баннеры лора кончаются. Ну, у меня 5 дней осталось, это, по-моему, 15 числа, уже в этот четверг. Этот ролик выходит, по-моему, то ли в понедельник, то ли во вторник. Ну, короче, уже на этой неделе, в четверг, 15 числа, должен закончиться баннер Элоры. Он и так сокращен, потому что, скажем так, затычка. Там уже выйдет софт лаунч с новым персонажем, скорее всего. Возможно, это будет Асра, потому что она на промо-артах всех. Короче, скоро у нас обновление, и там уже выйдет софт лаунч с новым балансом. Так что этот ролик я, возможно, даже записываю достаточно поздновато для фидбэка. Но жизнь в этой игре плюс-минус кипит, у нас с этим похуже. Так как сервера по-хорошему у нас все еще не работают, по какой-то причине разработчики, я не знаю, что вы там делаете. Кстати, пообсуждать эту игру вы можете у меня на сервере Discord, ссылочка есть в описании, так же, как и на тележеньку. Тележенька у нас новая, потому что к старой доступ я потерял. Я создал новый канал, называется Царство Вези, подписывайтесь, я там тоже очень часто появляюсь, и там всякий движ в комментариях происходит с другими чатерсами. Переходим к новой арене, и первое, что я затрону, это крипнутые враги. Да, они буквально пауэр-крипнуты. Range, Damage, Medium. А вот что вот у новых написано, вот реально? Если там написано то же самое, это будет такой бред вообще. Medium, реально! Блин, это какой-то сюр просто. Буквально пауэр-крипнутый враг. Это новый Арчер. И, пожалуйста, пофиксите им радиус атаки. У них очень большой радиус атаки. Это уже такого-то безумия выходит, как бы, скажем так, за какие-то рамки. То есть у них дамаг как бы больше, да? По-моему, даже в 2 раза, я, по-моему, когда сражался на бандитской локе на арене, мне, по-моему, показалось, да, проверял статы. По-моему, у них урона больше, чем в 2 раза, да, чем у тех. Ну, с одной стороны, можно понять, это типа была прошлая арена и вот эта вот арена. То есть, получается, дамаг вырос. Ладно, но рейндж почему настолько чудовищно вырос, я не понимаю. Причем написано то же самое, медиум. Хотя нифига не медиум, потому что бьют они чудовищно далеко, и это прям выглядит как-то, ну, не по-человечески. Не знаю, найду ли этот скриншот, но мы с ру-креаторами как бы общаемся в одном чатике, и мне это вот скидывает буквально вот такой вот скриншот, надеюсь, я его вывел. Это вот этот вот враг, самый сложный, да, по-моему, единственный тут, который есть. Ну да, то есть вот этот вот самый такой вот жирнющий враг в этой игре выходит на 2-й волне. Почему? Вы когда-нибудь, вы помните на прошлых аренах, чтобы на 2-й волне выходили там какие-нибудь бандиты, да, вот, или эти большие орки, сейчас я их найду. Вот помните, чтобы на 2-й волне вот эти вот челики выходили? Они позже выходят, ну, допустим, Йети, да, Йети у нас есть. Они, по-моему, выходят максимум на 3-й волне, на 2-й я не помню. Также и с этими, да. Нет, это боссы у нас. Вот эти враги, они тоже, по-моему, я не помню, чтобы огры выходили на 2-й волне. Далее, проблема двойных жизней. Возможно, это фишка такая, вот этой вот арены. Но тут буквально базовый враг имеет двойную жизнь. То есть на нем броня, и потом после этого. Ну ладно, они еще как бы не такие крепкие. Потом идет вот эта вот тварь. У них, по-моему, тоже есть двойная жизнь. Но потом идет вот эта вот кавалерия. Она очень быстрая, скачет на лошади. Тебе надо вот этого рыцаря темного согнать с лошади. Потом он превращается в Дарк Найта. И потом с этого Дарк Найта снимается у тебя снова защита. И он еще раз, то есть 3 жизни. В одном мобе 3 жизни. Вот эти вот тоже 2 хпшные, да?
Вот этот вот после себя еще, ну эта механика, ладно, прикольная. Вот эти вот, да, тоже 2-хпшные. То есть прям проблема, то что тут очень много двойных жизней. И это прям бесит, то что тут каждый враг такой. И я бы молчал бы об этой проблеме, если бы у них было бы немного хп. Но у них этого хп очень много. То есть урона тут надо прям до хрена. И как бы они... пытаются нас вынудить донатить в эту игру, либо же хорошо прокачиваться. То есть они недавно, буквально с 1.3, повысили шансы выпадения эпиков. То есть у нас эпики стали выпадать чаще. У меня уже буквально вот недавно я 9-го Магнуса себе сделал. Я, кстати, еще вот эту вот способку-то еще, она мне пока нравится. Вот, я еще тестил вот эту вот способку. Позже буду, возможно, играть на Рейлен, чтобы сделать выводы о силе новых аренных карт. Как бы у меня там на фоне вывода о силе Лорен, это просто потому, что у меня фона не было, я решил поставить этот, уж простите, как бы рекламирую старый видос, посмотрите, кто не видел, кто задумывается, крутить или не крутить Лору, вбивайте какой-то уровень. Вот, у меня Архимаг 8, ракетчики, то есть у меня Лора 9, вот, то есть они увеличили дроп, типа то есть они думают, то, что наш левел вырастет, и у нас, кстати, золото выросло, потому что в ивентах еще иногда по выходным появляется Coin Farm. То есть там очень прикольно фармить монетки, мне этот режим очень нравится. Там не крипнутые враги. Прокачиваемся мы явно быстрее, чем раньше. Но этого все равно не хватает на самом деле. Враги там все еще сложнее. И я к этому еще вернусь, к крипнутым врагам и к системе прокачки. Точнее, системе прокачки у ботов там вообще полный лютый кошмар. Вот, далее еще, что мы заметили, по-моему, мне в Дискорде написали, вот эти вот ракетчики, они вроде бы не считаются мини-боссами. Такого вроде нигде ничего не написано, потому что, вот, мне кажется, это баг, потому что он никак не реагирует на полиморф. То есть он имеет иммунку к этой способности, а еще он иммунку имеет к рову Берестада. По-моему, вот это вот. Да-да-да, потому что это ваншот, это голем, это саботажная способность. Да, вот эта вот способность, она тоже на них не работает. Далее давайте поговорим о бустерах новой Локи. Это прям тоже отдельный вид искусства. Я не знаю, как они могли такое высрать, но они это высрали. Итак. Двойные бустеры здесь опять же пауэркрипнуты. Посмотрим вот на этот бустер. Почему он пауэркрипнут? До этого был бустер льда. Он замораживал башни на определенное время. И замораживал он только одну башню. Этот уже, ну типа, станет по 2. Вот, что еще можно грипнутого сказать? Вот это вот дичь, это тоже непонятно. На вторую жизнь, как бы, там вроде не столько много хп после того, как он в камень превращается. Вторую жизнь еще можно опустить, потому что это, скажем так, механика всех вот этих вот магмовых големов. То есть там и вот эти вот мелкие тоже со второй жизнью, и этот. Ну ладно, пожалуйста. Проблема в том, что тут прям так и написано, он рандомным образом спавнится на твоей мапе. Рандомным образом. И в этом проблема то, что у тебя этот голем может заспавниться рядом с проходом или где-то в центре, а у твоего соперника где-то в начале. То есть у него буквально больше времени для того, чтобы прикончить вот этого магма-големова. В чем еще претензия этих магмовых големов? Их становится больше. То есть вот есть вот этот вот бустер, да? Этот бустер что делает? Он повышает характеристики этого дракона, да, который так-то тоже такой сильный на самом деле, бесячий бустер. Но прикиньте, если их было бы 2. С големами это и происходит, их становится 2, если не 3, я там точно не уверен. Вот. В этом проблема. Я понимаю, если их было бы 2 на 4-м уровне за деньги. То есть у бустеров есть 3 уровня прокачки. Они бесплатные. И есть еще 4-й за деньги. Там примерно по 220 они около этого стоят, да? Вот. И я понимаю, если бы вот этот вот второй бы голем спавнился бы за деньги. Но нет, он там то ли на 2-м, то ли уже на 3-м уровне этих големов спавнится по 2 в рандомном месте. Дальше вот эти вот. Он, то есть, вот у этого повышаются характеристики, у этого тоже повышаются с уровнем характеристики, но каждый раз, когда ты прокачиваешь летучих мышей, они увеличивают и свое количество, и их там становится до 3 штук, и они прям реально жирные, и их много, и плюс они еще оглушают. Ну что это за бред?
Почему таких мощных врагов так много? Почему их летит не один? То есть этот дракон, он один, а летучих мышей, так мы 3 штуки станущих вызовем. Ну тут тоже, блин, спавнит летающих. Летающие, конечно, бесит, но он хотя бы спавнит их по нужной траектории. То есть у летающих, которые заспавнил именно вот этот вот шаман, да, они летят по траектории дорожки, а не по своей собственной траектории. Эта способность, ну, допустим... Она, кстати, очень прикольно комбинится с Полохом, с Ашбайтом. Да, потому что буквально твоих юнитов можно выносить на раз-два. Теперь перейдем к рейтингу. Ой, тут вообще особо... Денчик все еще не прошел бронзу, насколько я знаю. Ну или он около сильвера, да? Я тоже очень долго проходил бронзу и боюсь слить опять же. Вот у меня 511. То есть можно спокойно до бронзы спуститься. Тут нету контрольной точки, как с аренами, да? То есть тебя может слить ниже сильвера. Вот, и... В чем проблема? На бронзу приходят новички. То есть они только вырвались с арены, не такие, давай мы попробуем рейтинг. Наверное, там несложно. Тебе могут попасться какие-нибудь сильные игроки. Либо же боты. Боты имеют там 11-10 уровень. Ну ладно, как бы ботов еще можно переиграть. Они тупенькие. Вот. Но потом начинается сильвер. Там уже игроков поменьше, потому что все игроки в основном сидят в бронзе, оттуда вырваться не могут. Почему, кстати, вырваться не могут? Самое тупое. Они вернули эту систему. Эта система у них осталась. Помню, раньше мы жаловались на то, что... Сейчас я Discord еще посмотрю, что тут сейчас было. У меня писали дополнительно. Пишет подписчик. Ибо на бронзе мне давали плюс 9 за победу и минус 50 за проигрыш. А вот на серебре мне дают плюс 30 за победу и минус 30 за проигрыш. То есть как-то вот на сильвере это более справедливо, чем на бронзе. И вот в этом проблема то, что разработчики почему-то считают, что если у какого-то игрока больше медалек, значит он более профессионал. И... раз ты ему сливаешь, то это как бы ничего такого. А если ты сливаешься какому-то, типа, дурачку на 100 кубков, то есть у тебя, допустим, 500, ну ладно, допустим, у тебя 400, да, и против тебя попался 100-й, да, он может оказаться сильным, при этом тебя переиграть, да, и тебе сольют минус 50, минус там 49, что-то такое. Вот, и вот тоже вот из моего опыта я добирался до 500, с 400 до 500, я выиграл 3 катки, и мне давали по плюс 15, проиграл одну катку, мне дали 49, минус 49. Что это за бред? Это, то есть, опять, я помню, такая система была, на нее тоже жаловались, потом это пофиксили, и это снова сейчас вернулось, снова система лиг. Дальше боты, это прям вообще... Я сыграл буквально первую катку на сильвере. Мне выпал бот с башнями 13-14 уровня и герой 14 уровня. Там был Айскальд. Буквально бот может даже не отыгрывать этого героя, а Айскальд просто летает на одном месте и всех вырубает с одной тычки. Прошу прощения, меня отвлекли, на чем-то я остановился, не помню на чем. Я что-то говорил про 14 уровень карт, да-да-да. Короче, боты крипнутые. То есть, по мнению... то есть, бот буквально... Ему даже героем управлять не надо. Там такие ебанутые эти, блин, характеристики у героев, наверное, что реально им просто передвигать не надо. Он стоит и всех убивает своими способностями там. У меня буквально Айскаль. То есть... Я вижу то, что бот особо сильно даже и не старался играть. То есть по его игре видно то, что он не играет как игрок. Но просто он меня перебивает буквально силой своих карт. То есть, по мнению разработчиков, мы должны быть на одном уровне с ботами. То есть, по их мнению, то, что они тут увеличили шансы, и то, что нам добавили ивент с золотом, это значит то, что у нас у всех сейчас будет, ну, хотя бы 11 уровень. Но нет, реальности не таковы. У нас вот максимум будет 10. У меня из эпиков, знаете, кто 10? Аркан. И знаете почему?
Потому что я его сделал 10-м еще до того, когда он стал эпической картой. То есть, когда был Battle Towers, когда он был, по-моему, редко, вот тогда я ему и нафармил дубликатов. Вот. А настоящий, типа, вот, максимум мой, это 9 уровень, вот. 9 уровень. Вот это вот то, что я вот с недавней нафармил, с недавней переработки выпадения шансов, да? Пожалуйста, в комментариях делитесь своим опытом, что вы можете еще сказать по поводу новой арены, по поводу лиги, кто вырвался в более высокие лиги. Вот, кстати, вот еще вот сейчас, наверное, проиграется просто очень дохрена хп. Там какой ДПС чек должен быть у вашей колоды реально, чтобы это хп переиграть? Банально, тебе нужен высокий уровень, то есть 13-14. И вот где-то вот еще скидывал скриншот Майк, по-моему, в нашем чатике. У Архимага на 10 уровне кост вот этого вот телепорта, вот этого его, да, буквально стоит дешевле. Вот. И Архимаг почему в мете вырастает? Потому что враги крипнутые. Чем враг сильнее, чем больше Архимаг в мете. То есть у него нету никакого ограничителя по хп там. И все такое. Вот тоже недавно прикольную картинку скидывал. Опять же мета с мемом. Игроки на низких аренах. Нет, Грол и Рейнджер имба. А вообще-то Дидра и Мушкетеры сильнее. Игроки на стадионе буквально играют одной метой. Это Дракон, Архимаг. Там иногда может затесаться высокоуровневый этот Магнус, потому что он реально тоже, у него прям очень много урона. Ледяные друиды, варвары, королевские лучники. Иногда вот эти вот тоже против боссов встречаются. Кто у нас еще? Элора нет, она слабая. Вот это вот Тесла какая-нибудь. То есть им буквально нечем играть. То есть игроки на стадионе не могут как-то иметь какое-то разнообразие. Плюс полиморф всегда с собой надо носить. То есть полиморф тоже вырос в мете, потому что вышла новая арена с двойными жизнями. И чтобы избегать этих двойных жизней, ты используешь полиморф. Теория мертвого отдела по балансу Ironhide. Я не понимаю, они сами в свои игры играют, потому что вот сейчас еще один прикол покажу. Вот у нас Альянс. Кстати, на Бусти выходит Альянс раньше, там он обгоняет на 20 плюс серий, так что подписывайтесь, ссылочка в описании. Вот, пройдена у меня вот эта вот кампания. Недавно Артем ЕКБ, я думаю, кто-то его знает из у меня присутствующих на канале, он тоже недавно проходил эту кампанию. И как он ее вот описывает? В принципе, все было легко, да даже эти испыташки были легко. Но тут вот где-то вот Нормис, да, вот это вот, типа такая хорошая каточка, такая средняя, в принципе. В стиле Альянса, то есть казуальщина. То есть Альянс это же мобилочка, да? Типа, на мобилочку приходят, покупают тебе сильных героев, вот буквально Кащи какую-нибудь, Сильвару там купят, может там, я не знаю, вот этих вот двух драконов, из DLC купят сильных персонажей, хотя я бы не сказал то, что Кратава прям супер сильный только из-за своей ульты. В чем прикол-то? То есть это мобилочка, да? Покупаешь сильного героя, проходишь, и то есть вот и особенно вот эти вот испыташки, они прям безумно легкие. Но где, то есть вся компания, она легкая, ну где-то средняя. И потом вот отпишитесь, кто проходил-то железное испытание. Встречается вот это, которое ты тратишь 2 часа на микроконтроль. То есть здесь чувствуется прям реально тот вайб Kingdom Rush, который был в первой части. Я помню в первой части катку с Молохом, я там тоже все микроконтролил и заучивал практически каждую волну, даже куда скилл слить. Вот. И тут примерно то же самое можно даже сказать. То есть встречаются такие вот интересные в жопу тебя насякающие катки. И они тебе нравятся, особенно после того, как ты траешь его 2 часа и побеждаешь. И в этом и проблема, то что тут нет нарастающего какого-то... нарастающей сложности. Тут все легко, и вот одна попадается, такая вот разработчиков в жопу клюет этот петух, и они делают вот что-то такое интересное. Почему так многие другие катки не могут быть, я не знаю. Вот объясните мне, пожалуйста, где вот этот вот баланс? Ну я же баланс, я никому ничего не должен, как сказал Артем, да? Баланс говорит, никому ничего не должен. Он просто есть.
Вот, и иногда он приходит, а иногда он... Какого баланса? У Райнхедов нету баланса, нету его реально. Они как-то все это что-то пытаются, что-то не пытаются, но все равно они как-то все перелопачивают. Выходит глобальное обновление, и им приходится собирать фидбэк, чтобы все пофиксить. Сами, я не знаю, что у них там делают бета-тестеры, я вот реально не понимаю. Вот что они вот здесь вот делают, эти бета-тестеры? Вот в этой компании что делали бета-тестеры? Потому что когда... То есть это бета-тестировалось. Потом выдали бета-тест для записи роликов этим креаторам. Мы тоже нашли кучу багов. И по итогу, когда вышло DLC, эти баги все еще не пофиксили некоторые. Ну что-то там глобальные какие-то баги пофиксили, но какие-то некоторые микробаги остались. Перевод тоже вот этот вот, он все еще присутствует. Вот, что это такое? Вот это что это? Ну, бред же, блин. Редбой, блин. Ладно, это уже больше к халтурной части, а не по балансу. Ну, в общем, я хотел до вас довести одну мысль. То, что разработчики реально не умеют в баланс. В Альянсе та же самая проблема, то, что почему-то одни катки у них мега легкие. И их петух в жопу клюет, они что-то осознают, понимают и делают классную катку в стиле первых двух частей, да? Ну, в третьей части тоже, в принципе, были сложные катки некоторые. В КРБ так вообще баланс убит. Вот еще что-то Майк еще отправлял, что-то я забыл. У бота хп меньше, чем у тебя. То есть еще вот такая вот ерунда появляется. Почему хп мобов на стороне соперника, у бота именно, меньше, чем у тебя? Это какая-то несправедливость получается. То есть тейки этого ролика буквально крипнутые враги, двойные жизни этих врагов. Далее бустеры тоже очень несправедливые. Сломанный рейтинг с начислением медалек. Боты, у которых 14 уровень карт, это вообще какой-то маразмище полный. Бота хп меньше, чем у тебя. Ну и Альянс еще немного к этому приплету, потому что там нету нарастающей сложности. Там вот почему-то только вот раз 1 на миллион попадается катка, которая реально интересная, которую реально нужно микрить. В общем, пишите свой фидбэк в комментариях, пишите свой опыт, что вы думаете, вы вырвались вы на арену или нет, точнее, вырвались вы в лиги, или вы все еще застряли на арене, или вы вообще дропнули игру, потому что она вас достала, я не знаю. Пишите, как вас сливают, типа, дают ли вам много медалек, дают ли вам мало медалек. Вот, пишите, как вы себя чувствуете на голде, на сильвере. Или вы все еще в бронзе застряли, потому что бронза какая-то более несправедливая, чем сильвер. Любым комментариям буду рад, каждый прочитаю, могу что-нибудь обсудить. Надеюсь, не я один такой шизанутый, и это не только мои претензии, потому что вот мы чатимся со всеми рукреаторами в одном чатике, да, и мы прям все вместе, прям... Еще Гриб в своем ролике, да, говорил, когда у него был первый взгляд на новую арену, он тоже сказал, что враги буквально крипнуты. У тебя не хватает денег на то, чтобы разыграться, и первые 2 волны ты выживаешь как можешь, буквально на героях и спылах, и это превращается больше не в тактику какую-то, типа, как ты там переиграешь своего соперника, а кто первый, типа, умрет реально. У кому первому не повезет, там как-то бустер заспавнится, не очень справедливо, типа, ближе к проходу. Причем мы весь свой фидбэк направляли на сервере креаторов. Вот, Акторина так говорит, то, что, типа, я все передам разработчикам. Надеюсь, разработчики прислушаются. Если что, это не Акторина за все отвечает, еще раз повторяюсь. Просто у некоторых есть такие доводы, я слышал. То, что, как бы, Акторина, она комьюнити-менеджер. Она должна передавать информацию от вас, от креаторов к разработчикам, понимаете, да? И разработчики могут как послушать, так и не послушать нас. То есть это не она не донесла информацию, а это разработчики. То есть это разраб уже, получается, поел говна. И не слушая. То есть и где у них там бета-тестеры сидят, я тоже не понимаю. Что они там делают, чем занимаются. И надеюсь, уже в этот четверг выйдет реально софт-патч, который исправит, если не все, то хотя бы многие проблемы новой арены, лиг.
потому что вот то, что я сейчас говорю, это доносится... это доносилось еще до разработчиков. Типа там англоязычные креаторы, Майк. Майк очень прям часто написывает тоже то, что оставляет как бы свой фидбэк о том, то, что все очень крипнуто, все то, что несправедливо во многих местах. И баланса прям... Баланс не то, что сломан, его нету. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Удачи! Покеда!